uite la Buceni ce se întâmplă, frate. Vijale. В середине июля столкновение тропических воздушных масс и холодного арктического фронта привело к формированию крупной конвективной системы. За несколько дней комплекс неблагоприятных погодных явлений, включая шквалистый ветер, крупный град, лесные пожары и локальные наводнения, охватил обширную территорию Европы. Разрушительный марш стихии начался 16 июля. Мощная грозовая система атаковала юго-запад Германии. Основной удар приняла на себя земля Баден-Вюртемберг. Шквалы ветра со скоростью от 100 до 120 км в час ломали деревья как спички и сносили кровлю. Крупный град и стена проливного дождя за считанные минуты парализовали движение на ключевых автобанах страны. Одним из наиболее пострадавших городов стал Карлсруэ. Особенно тяжелые последствия были зафиксированы в районе Нордштадт. Буря повалила множество деревьев, одно из которых стало причиной гибели велосипедиста. Упавшие деревья повредили также здания и автомобили. В городе Бакнанг прошел ливень с крупным градом, достигавшим 4-5 сантиметров в диаметре. Из-за интенсивных осадков несколько улиц ушли под воду. В этот же самый день аналогичный шторм прошел на Балканах. Район хорватского города Сисак оказался под ударом мощной грозы. Она принесла с собой тропический ливень, шквалистый ветер и крупный град. Наиболее сильный удар пришелся по самому Сисаку, а также по окрестностям Петрини, включая населенный пункт Мощеница. За 15 минут улицы, дворы и сельскохозяйственные участки оказались покрыты толстым слоем града. Град повредил автомобили, сады, огороды и сельскохозяйственные культуры. Во многих домах вода со льдом проникли во дворы и подвальные помещения. Сильный ветер массово ломал ветви и валил деревья, создавая опасные условия на дорогах. Штормовой фронт двинулся дальше на юг, перевалив через Альпы. Ночью 17 июля север Италии оказался под ударом гигантской конвективной системы. Провинции Лоди и Милан в регионе Ломбардия, Виченца и Тревизо в регионе Венеция, а также Пордононе и Удине в Фриуле Венеции и Джулии содрогнулись от непрерывных грозовых разрядов. В провинции Лоди сильная гроза вызвала падение деревьев, перебои электричеством и проблемы на дорогах. В районе Массаленго сообщалось о локальном вихревом явлении, повредившем сельскохозяйственные постройки. Аналогичная ситуация развивалась и в провинциях Виченца и Тревизо. После этого шторм достиг Фриули Венеции и Джулии. Наиболее сильные последствия отмечались в провинциях Пордононе и Удине, где сильные порывы ветра привели к падению деревьев. В Писченканне отмечался мощный нисходящий поток воздуха из грозового облака, вызвавший порывы ветра свыше 100 км в час. Под ударом мощной конвективной системы оказался и север страны. В провинции Монца и Брианца в районе города Чесано-Модерна выпал необычайно сильный град. Наиболее сильный удар пришелся на Чесано-Модерна и соседние населенные пункты Брианцы. Град сопровождался сильным ветром и ливнем. Размер отдельных градин был необычно крупным, что привело к серьезным повреждениям городской инфраструктуры. Десятки автомобилей получили повреждения, пострадали крыши жилых домов, солнечные панели и оконные конструкции. Сильные порывы ветра, сопровождавшие шторм, также привели к падению деревьев, временно затруднив движение по некоторым дорогам.
Пока Италия расчищала ледяные завалы, шторм начал смещаться на восток, аккумулируя колоссальные объемы влаги. Сильнейшие грозы и ливни обрушились на Западную Польшу. Основной удар стихии приняла на себя Любушское воеводство. Сложная обстановка сложилась в повятах Свибоздинском, Зеленогорском, Жаганском и районе Мензиречеза. В Мензиречезе были затоплены улицы и дома, поваленные деревья перекрыли дороги. В Зеленой Гуре ветер сорвал крышу хозяйственной постройки, а в Жаганском повяте удар молнии вызвал пожар в амбаре. В целях безопасности был эвакуирован 21 участник детского лагеря в Груицке-Великом. После прохождения суперячеечной грозы в районе Бабимоста были зафиксированы масштабные повреждения лесного массива. Параллельно с водным апокалипсисом Запад и Север Европы столкнулись с огнем из-за аномального температурного контраста. В воскресенье вечером 19 июля масштабный лесной пожар вспыхнул прямо в сердце шотландской столицы, в знаменитом Холлирудском парке Эдинбурга. Пламя охватило сухую растительность, уничтожив огромную часть одного из самых живописных мест города. Шотландия, которую все привыкли считать краем дождей и туманов, стремительно высыхает. Что самое страшное, это уже третий крупный лесной пожар в этом районе за последние 12 месяцев. В этот же самый день за тысячи километров к югу аналогичный огненный ад развернулся во Франции. В курортном департаменте Вар вспыхнул сильный лесной пожар. Районы Тарадо и Лиарк-сюр-Арджан превратились в зону бедствия. Из-за сильного ветра стена огня быстро подобралась к жилым домам и виноградникам. Экстренная эвакуация сотен туристов и местных жителей происходила в условиях практически нулевой видимости из-за едкого дыма. В результате пожара повреждены 10 домов, из них 4 сгорели полностью. – 18 июля в Восточной Словакии на город Хуменне обрушился короткий, но невероятно яростный шторм. За полчаса выпала месячная норма осадков вперемешку с крупным градом. Все это сопровождалось порывистым ветром. Улицы Мирова и Немочницна ушли под воду, заблокировав людей в их собственных домах и автомобилях. Шквальный ветер вырвал с корнем множество крупных деревьев. Повреждения городской инфраструктуры и зеленых насаждений зафиксированы во многих районах города. На следующий день, 19 июля, этот же фронт повторно накрыл Польшу, но уже ее южную часть, пройдя над городом Белска-Биала и его окрестностями. За считанные минуты спокойная летняя погода сменилась шквалистым ветром, проливным дождем и местами градом. Порывы ветра достигали 85-100 км в час. Сотни деревьев были повалены или получили серьезные повреждения. Во многих районах дороги оказались заблокированы упавшими деревьями и крупными ветвями, были повреждены линии электропередач, из-за чего без электричества остались тысячи потребителей. Центральные Балканы пережили не менее страшный удар. Начиная с 18 июля через всю Словению начал проходить холодный атмосферный фронт. Он сопровождался сильными грозами, ливнями, шквалистым ветром и градом. Непогода вызвала масштабные подтопления, повреждения крыш и падение деревьев на линии электропередач. От непогоды пострадали части Боснии и Герцеговины после продолжительного периода изнурительной тропической жары. Сильные ливни, грозы и ураганный ветер привели к серьезным нарушениям в дорожном движении и колоссальному материальному ущербу. В компании Котор-Вараш местное население столкнулось с интенсивным выпадением крупного града размером с лесной орех, который уничтожил теплицы и посевы. А у тебя на Буське se întâmplă, frate?
Băjale. Dar de ce faci așa, mă, acum? Aduc semnul. Перевалив через горные хребты, атмосферный фронт достиг Карпат на территории Румынии. В уезде Прахово в городе Буштени мощный ливень в горах вызвал внезапное наводнение. За считанные минуты потоки воды, грязи, камней и древесины сошли с гор и затопили улицы, жилые дома и национальную трассу ДН-1, соединяющую Бухарест с Трансильванией. Метеорологи сообщили, что за 1 час в Буштене выпало месячное количество осадков. Движение на одной из главных автомагистралей страны было полностью остановлено. Спасатели эвакуировали из наиболее опасных районов не менее 12 человек. В это же время в селах Рогос, Стульпикани и в регионе Бистрица-на-Сеут бушевал ураганный ветер, срывая крыши с жилых домов. Непогода нанесла серьезный ущерб хозяйствам местных жителей. Ну, за путьку пришел! Конечной точкой этого разрушительного шествия стала Украина. 18 и 19 июля западные и центральные области страны накрыла волна экстремальной непогоды. Власти объявили первый, желтый уровень опасности для большинства областей, включая Киев и Киевскую область. Ливни, сопровождавшиеся крупным градом и шквалами до 20 метров в секунду, обесточили десятки населенных пунктов. К утру 20 июля без электроснабжения оставались более 3000 абонентов в 37 населенных пунктах. В Кривом Роге вода хлынула в подъезды многоэтажек и превратила дороги в глубокие озера, где тонули автомобили. В Карпатах Укргидромет объявил экстренное предупреждение. Из-за критического подъема уровня воды в реках возникла прямая угроза схода опасных селевых потоков. Фронт принес долгожданное похолодание до плюс 22 градусов на запад, но юг и восток Украины все еще продолжают плавиться от 30-градусного зноя. Прошедший штормовой фронт стал одним из самых масштабных за текущее лето. Погодные аномалии затронули сразу 9 государств, от Великобритании и Франции на западе до Румынии и Украины на востоке. Основной удар пришелся на энергетическую и транспортную инфраструктуру, зафиксированы сотни обрывов линий электропередач и временные блокировки ключевых дорог. Сегодня коммунальные службы всех пострадавших стран продолжают ликвидацию последствий разгула стихии.